Проигрыш Януковича. Бывший президент Украины получил отворот-поворот. Суд ЕС вынес решение. Детали. Заявление для Путина из Берлина. Германия обещает ответ на инцидент с налетом дронов на Польшу. Москва срочно обратилась к Западу на фоне событий на восточном фланге НАТО. Каков главный запрос? Новые базы Беларуси, как Минск делает ставку на новые военные объекты и как изменилась инфраструктура армии за последние 3 года. Покажем снимки из космоса. Женщина, которая поет, дала 3-часовое интервью. Пугачева рассказала, как восхищалась Путиным и проводила переговоры в Кремле за несколько дней до отъезда за границу. Что ответила тем, кто считает ее предателем Родины? Атака на человека-президента, покушение на глазах сотен людей. Кто мог решиться на выстрел в того, кто критиковал Демократическую партию США, а также Зеленского? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду благодарен. Время начать. Фиаско Януковича. Бывший президент Украины остался ни с чем. ЕС окончательно похоронил его попытки вырваться из санкционного списка. Высший суд Евросоюза поставил жирную точку в 10-летней истории судебных тяжб Виктора Януковича. Иск бывшего президента о снятии санкций окончательно отклонен. После побега в Россию в 2014 году он в суде пытался доказать, что у ЕС не было доказательств для введения против него любых ограничений. Напомню, впервые санкции ударили по нему в 2014-м, запрет на въезд и заморозка активов, а в 2022-м, после начала Большой войны, их только усилили. Суд ЕС не только отклонил его жалобу, но и дал оценку действиям Януковича. По словам суда, действия Януковича в качестве главы государства очевидно способствовали дестабилизации страны, и ЕС имел право включить его в санкционный список на основании установленных юридических критериев. Суд также отметил, что бывший лидер не сумел достаточно эффективно дистанцироваться от российских властей после своего президентства и указал на его участие в плане по свержению президента Украины Владимира Зеленского в марте 2022 года. Кроме того, под раздачу попал и сын Януковича Александр. Его санкции связаны с его бизнесом на подконтрольной России части Донбасса. Об этом также пишет «Политика». А вот редактор по вопросам Европы «Радио Свобода» Рикард Джозбек уточняет, что была отклонена апелляция не только Януковича, но и российского миллиардера Романа Абрамовича. Подпись поставлена, решение принято. Министр внутренних дел Польши подписал постановление о приостановке движения через погранпереходы с Белоруссией. Ограничения вступят в силу с полуночи 12 сентября и будут действовать до их отмены. Решение касается как выезда из Польши, так и въезда, охватывает автомобильный и железнодорожный транспорт. Мы закрываем границы с Белоруссией в связи с угрозой, возникающей из-за учений «Запад». Подведомственные МВД службы и армия находятся в состоянии наивысшей готовности. Это решения временные. Наш приоритет – безопасность польских граждан. Переходы будут открыты, когда мы будем уверены, что ситуация не несет для нас никакой угрозы. В Беларуси решение Варшавы осудили, назвав действия курсом на подрыв отношений с соседними странами, а также посчитали закрытие границ безосновательным шагом. Далее цитата. «Особенно учитывая полную открытость и прозрачность белорусских учений для международного сообщества». Незаконные меры, предпринимаемые одной страной, фактически затрагивают всю границу Европейского Союза с Белоруссией, создавая значительные трудности для нормального функционирования международного движения людей и грузов. Действия Польши наносят ущерб многим государствам как на Востоке, так и на Западе. Это очевидное злоупотребление своим географическим положением, приватизация границ ЕС и ЕАЭС, Запада и Востока. Дроны и их обломки продолжают находить на территории Польши. Вечером 10 сентября появились сообщения о том, что один из БПЛА, который нарушил воздушное пространство НАТО, долетел практически до Варшавы и рухнул на территории военного объекта. Существуют и другие районы, где были найдены обломки дронов. Одно из них – новое место над Пилицей в Груецком повяте. Как установил наш корреспондент, беспилотник упал на территорию местной части войск территориальной обороны. Он не причинил ущерба. Дрон был невооруженным аппаратом типа Гербера. Эту ночь поляки, судя по настроениям, провели в тревоге. Жители населенных пунктов, в которых накануне падали дроны, рассказали, что боятся прихода войны на польскую землю. Предлагаю послушать. Есть страх.
А знаем ли мы, что будет, когда наступит ночь? Как мы уснем? Или что? Это теперь всегда будет страх. Теперь страх будет нас парализовать, и мы будем бояться всего, что происходит. Я боюсь за всех, за соседей. Я просто боюсь этой войны, потому что могу только представлять ее. Моя мама рассказывала, как это было, когда ей было 9, когда фронт проходил во время Второй мировой. И лучше бы нам этого не пережить. Реакция на события в Польше продолжает появляться. Особо активны немцы. В Германии заявили, что Россия намеренно ударила по Польше и пообещали ответ. Далее также предлагаю послушать обращение к Путину из Берлина. К сожалению, ясно, что даже спустя 3 года Москва все еще не готова серьезно вести переговоры о мире. Напротив, Кремль хочет силой подчинить Украину. Мы обязаны и будем отвечать на это четко. Это включает в себя решающую поддержку Украины. В то же время речь идет и о существенном усилении санкционного давления. Мы полностью едины в этом. Это наша цель для 19-го пакета санкций. Подобное заявление также сделал для Кремля еще и министр обороны Германии Писториус. Это происходит ежедневно в районе Балтийского моря, в воздушном пространстве, где Россия преднамеренно проверяет нашу солидарность, решимость и скорость реакции подобными действиями или атаками. Очевидно, что Россия хочет посеять неуверенность. Но я могу заверить Москву, что эта стратегия не сработает. В Украине при этом предложили НАТО вариант совместного уничтожения воздушных целей во время массированных атак над территорией Украины. Но в Альянсе на этот вариант пока никак не отреагировали. Решений нет. Одного осуждения недостаточно. Нужен четкий и жесткий ответ наших партнеров, как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах. Что это значит? Быстрое решение, и мы очень рассчитываем на него, о сбитии российских воздушных объектов на территории Украины. Мы подняли этот вопрос с Румынией, Польшей и другими соседями, на территории которых уже фиксировались подобные случаи или нарушения воздушного пространства. Отмечу, что официальных комментариев с российской стороны касательно атаки было не так уж и много. Песков предложил журналистам искать ответ в Минобороны. Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокации. Чаще всего даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию. А в российском Минобороны обратились к Западу. В официальном заявлении говорилось, что армия РФ наносила удары по объектам ВПК Украины, а по Польше, несмотря на заявление представителей ЕС, никто намеренно не целился. Москва предложила Варшаве провести переговоры. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров. Тем не менее, мы готовы по данной теме провести консультации с Министерством обороны Польши. Президент Польши уже заявил, что провел переговоры с Трампом, но деталей не рассказал. Лишь отметил, что разговор является частью серии консультаций, которые были проведены с союзниками. Это была цитата. Словакия тем временем заявила, что война между Россией и Украиной не может завершиться на поле боя. Выход один – это дипломатия и переговоры. Кроме того, в Братиславе выразили надежду, что Россия не намеренно атаковала Польшу. Я хочу верить, что дроны, проникшие на территорию Польши, не предназначались для нападения на Польшу, а должны были попасть на территорию Украины. Выстрел в человека президента. В США совершили покушение на Чарли Кирка, союзника Трампа и основателя Turning Point USA. Кроме того, он известный блогер и ведущий подкастов с миллионами подписчиков. В него выстрелили во время дебатов в университете Юта-Вэлли. Выстрел пришелся в шею. Кирк был госпитализирован в критическом состоянии. Изначально американские СМИ сообщили, что подозреваемый в покушении – это, внимание, член Демократической партии Майкл Маллинсон, и он задержан, но после эту информацию опровергли. На кадрах из соцсетей видно, что стрельба произошла в момент, когда Кирк отвечал на вопросы студентов, в частности о том, как часто и кто именно устраивает стрельбу в американских школах. Чарли Кирк известен и своими резкими заявлениями о российско-украинской войне, которую называл спором из-за границ. Утверждал, что от войны выигрывают украинские олигархи и ВПК, а США должны искать дипломатический диалог с Россией, а не поддерживать Киев оружием. Кроме того, он активно критиковал и Зеленского. В Украине Кирка считают человеком, который распространяет российскую пропаганду в странах Запада.
Несмотря на то, что Кирк был немедленно доставлен в больницу, медики не смогли его спасти. Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв. Никто не понимал и не чувствовал сердце американской молодежи лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались им все, особенно я, и теперь его больше нет с нами. В Беларуси под Минском растет новая военная база. Ее площадь уже более 2 квадратных километров. Это как 280 футбольных полей. Журналисты-расследователи со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs фиксируют активное строительство. Расчищен лес, возведены 13 складов боеприпасов за бетонными стенами и 3 огромных ангара длиной по 100 метров. Фундаменты десятков зданий связаны с сетью свежих дорог. Стройка ведется на месте заброшенного советского лагеря номер 25 «Павловка», где когда-то стояли ракеты Р-12, «Пионер» и «Тополь». Теперь, по оценке экспертов, здесь могут разместить либо российское ядерное оружие, либо это место под Орешник, передачу которого Путин обещал Лукашенко. Кроме того, еще один объект виден из космоса, и находится он на окраине Гомеля, в 30 километрах от границы. С конца 2023 года там вырубили лес и начали возведение инфраструктуры. В документах объект проходит как военный городок с учебным полем. По размерам он способен разместить бригаду численностью до 3000 человек. Возможно, там дислоцируется новая 37-я десантно-штурмовая бригада. Об этом пишут расследователи. Также Беларусь уделяет внимание расширению ракетной инфраструктуры, в частности, недалеко от города Осиповича. За последние 3 года там заметно изменились военные объекты. Согласно спутниковым снимкам, с начала 2023 года там начались масштабные строительные работы, которые продолжаются до сих пор, но, похоже, подходят к концу. В течение 2 лет на ее территории, по данным белорусской службы «Радио Свобода», разместили несколько ракетных комплексов «Искандер-М». Вероятно, для них построили 3 новых ангара, которые видны на спутниковых снимках. Также на территории появились склады для хранения военной техники и боеприпасов, были реконструированы казармы и административные здания, а также построен спортивный комплекс. Россияне не должны отвечать за действия Путина. Оппозиционный политик РФ Юлия Навальная обратилась к Европейскому Союзу. В официальном письме, которое она адресовала верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас, говорится, что ЕС не должен закрывать двери для простых россиян. В частности, Навальная раскритиковала идею полного запрета на туристические визы для россиян в новом 19-м пакете санкций. По словам Навальной, такие меры ударят не по элитам, которые поддерживают Кремль, а по обычным людям, которых Кремль, как уверяет Навальная, стремится изолировать от Европы. И если ограничения будут введены для всех россиян, то эти действия ЕС станут подарком для Москвы, где, как считает Навальная, власть делает все, чтобы убедить в том, что Европа враждебна каждому россиянину. В своем письме вдова перечислила имена и фамилии тех, по ком можно было бы нанести санкционный удар. Она вспомнила олигарха Леонида Михельсона, министра промышленности и торговли России Антона Алиханова и помощника Путина Владимира Мединского. Наша организация настоятельно призывает вас тщательно взвесить, в какой степени меры, которые войдут в 19-й пакет санкций, побудят тех, кто начал войну и чьи решения и ресурсы ее поддерживают, прекратить агрессию. Путин – это не Россия, а российские граждане – не виновники войны. Россия закрывается, мигрантам работа, их семьям запрет. Москва решила превратиться в крепость. В Госдуму внесен законопроект, фактически запрещающий членам семей трудовых мигрантов въезд и пребывание в России. Исключение сделано только для белорусов и узкой категории высококвалифицированных специалистов. Авторы инициативы – это депутаты фракции «Справедливая Россия за правду» во главе с Сергеем Мироновым. По его словам, новая норма – шаг к переходу на вахтовую систему работы мигрантов ради безопасности и защиты прав россиян. По данным МВД, только за первое полугодие 2025 года в России выдано 114 тысяч разрешений на работу мигрантам. Это на 50% больше, чем годом ранее. Сейчас в стране живет более 6,5 миллиона иностранцев, но теперь мигранты будут приезжать без семей. Никакого воссоединения, никаких детей, никакой совместной жизни. Только работа и обратно. Принятие федерального закона позволит снизить миграционный приток на 15-20% за счет исключения членов семей низкоквалифицированных мигрантов, что уменьшит нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджетные расходы на образование, здравоохранение и социальное обеспечение. Ожидается повышение эффективности трудовой миграции, ориентированной исключительно на рабочее место, без расширения за счет иждивенцев.
Женщина, которая поет впервые за 3 года, дала большое интервью. В России и Украине обсуждают заявление Аллы Пугачевой. В 3-часовом интервью для программы «Скажи Гордеевой» она рассказала, как принимала решение уехать из страны, о буллинге ее детей в школе, а также о встрече с заместителем главы администрации Путина Сергеем Кириенко. Эта встреча состоялась за несколько дней до принятия решения о вылете из страны. Человек Путина интересовался, собирается ли семья Пугачевой, которая осудила войну, покидать Россию. Пугачева заявила, что нет. Кириенко намекнул, что на Галкина собрано достаточно документов с его резкими заявлениями, а уже после этой встречи артист был признан иноагентом. Эта ситуация стала одной из причин отъезда. Пугачева также рассказала, как в свое время восхищалась умом Путина, агитировала и голосовала за него, потому что он говорил то, с чем была абсолютно согласна певица. Также она ответила тем, кто называет ее предателем Родины, отметив, что она не сбежала из России, ведь это не тюрьма, она просто уехала. Такое право имеет каждый гражданин. Предатель. А что я, собственно, предала? Я давно сказала, что я могу покинуть родину, которую я очень люблю, только в одном случае. Если родина меня предаст. Она меня предала. Но меня не предают миллионы поклонников. И в России, и в других странах. Пока они живы, пока эта эпоха, так сказать, и поколение вот это живы, я всегда получаю удовольствие от того, что они мне признаются в любви, присылают видео, даже с разных стран. Друзья, на этом все. Спасибо вам за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Также не забудьте оставить свой комментарий. Я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.